Утро. Свежий зимний воздух, такой знакомый и родной, наполнил лес. Природа продолжала жить своей жизнью, у каждого были свои интересы, заботы и дела. Волчица, оставив в логове спящих волчат, отправилась на охоту, подраставшие щенята всегда хотят есть. Она уже напала на след зайца, как вдруг почуяла страшный, знакомый запах. Это был запах ружья и пороха. Почуяв беду, волчица повернула назад. Она бежала, а воспоминания гнались за нею, обгоняли и броском нападали на ее сознание. В сознание всплыли страшные воспоминания. Двое охотников безжалостно убили ее верного и любимого волка, оставив ее одну со слепыми щенятами. Себя она не щадила, цель ее жизни – это вырастить потомство. Подбежав к логову, волчица увидела, как эти же люди кидают в мешок ее детей, самое дорого, что есть на свете у матери. От отчаяния и горя она завыла так, что у каждой лесной твари сжималось сердце от боли. Волчица решила, что отомстит людям за то, что те так без пардона вторглись в ее свободную жизнь. Лишили всего – спокойствия, возможности создать полноценную семью. Всего того, что у нее было или могло бы быть. Вечер. По лесной дороге бежит легкой рысцой молодой конь, запряженный в сани. В санях молодая пара Иван и Анна. У Анны на руках завернутый в стеганое яркое лоскутное одеяло и крепко перевязанный шерстяным платком ребенок. Она крепко прижимала к груди сверток, в котором был ее первенец, Егорка. Вдруг женщина вскрикнула: «Иван, волки! Вон, они проклятые, по следу идут». Иван пригляделся. Вдалеке на невысоком косогоре виднелись несколько волчьих силуэтов. Стая из 3 волков, не отставая, шла по их следу. В этих местах волки были не редкостью, поэтому Иван не очень удивился их появлению. Он всегда брал с собой ружье. Волки, срезав путь, стремительно нагоняли сани. Иван нащупал ружье, лежавшее в санях. Анна громко закричала: «Ваня, волк! Волк!». Иван обернулся. Анна была права. Огромный волк, вытянув шею и чуть прижав огромную голову к земле, стремительно нагонял сани. Из его разинутой пасти вырывались горячие струи пара. Хищный и голодный взгляд зверя был устремлен прямо на то место, где сидела Анна с ребенком. «Держи, Егорку!» – крикнул Иван, обернувшись, и поднял ружье. Прогремел выстрел. Волк тут же перевернулся кубарем и рухнул на снег. Но следующие волки не отставали. Иван прицелился. Промах, следующий промах, только с 3-го выстрела убил 2-го волка. Он наставил ружье на 3-го волка, который уже догонял сани. Осечка, кончились патроны. Иван выхватил из голенища сапога кинжал, бросился на волка. Крупный, кровавый волк рухнул на снег, сбивая своим телом Ивана. Анна, видя, как падает ее муж, останавливает коня, бежит на помощь, оставив на санях сверток с грудным ребенком. На сани из кустов запрыгивает волчица. Испугавшийся конь галопом поскакал по зимней дороге. В санях волчица и Егорка. На резком повороте у коня рвется хомут, и сани с горы стремительно сползают в водоем, разбивая еще не окрепший лед. Волчица с ребенком медленно погружаются в воду. Скатывается ружье и тонет. Волчица уже не чует страшный угрожающий запах ружья и пороха, заглядывает в сверток, откуда на нее смотрят маленькие голубые глазки ребенка. На берегу женщина, мать, упавшая на колени, выла так, как выла волчица, потерявшая своих щенят. Сани уходили под воду. Волчица крепко зубами схватила сверток за узел платка и прыгнула на лед. Мужчины с ребенком на руках, рядом с ним женщина, медленно шли по дороге. Их нагнала повозка. Иван попросил подвезти жену с ребенком. Усаживая Анну, он увидел на санях корзину с 2 волчатами. Мужчина рассказал, что купил щенят на станции у 2 охотников и хочет продать в цирк. Иван попросил продать ему волчат за 2 цену. Тот согласился. Мужчина, взяв корзину, отбежав от повозки в сторону леса, выпустил зверушек. Подъезжая к деревне, Иван увидел на горизонте 3 точки, 2 маленьких и 1 побольше, движущих к лесу.
Он крепко обнял жену, на руках которой мирно спал Егорка. Легко и радостно стало на душе Ивана. Природа продолжала жить своей жизнью, в которой человек никогда не станет хозяином, пока не научится по-настоящему любить.